Вітаю вас! Я Світлана. Запрошую помилуватися трояндами. Знову. У нас 2 дня был дождь, и у меня появилось время сесть и сделать красивое видео. Будем смотреть розы Дэвида Остина, которые растут у меня в саду. Еще 10 сортов. Первую часть можно посмотреть по ссылке. Я оставила там очень красивые розы. Сегодня посмотрим. И мне останется показать вам еще ни много, ни мало 25 сортов Дэвида Остина, которые у меня растут. Но это, я так предвижу, будет уже новое их цветение. Идемте. Селекция английских роз ведется ни много ни мало, а более 50 лет. Группа «Английские розы» была создана Дэвидом Остином, известным селекционером, а сейчас продолжается его наследниками. Дэвид Остин объединил форму и аромат старинных роз с современными сортами. По итогу получились такие сорта, которые имеют свое узнаваемое имя и лицо. Романтические старые розы, красивые кусты с ниспадающими побегами, у многих сортов красиво розы поникают, которые украшены густо-махровыми, очень ароматными цветами. Еще узнаваемая изюминка английских роз – это их цвет. Пастельные тона сильно ярких. Первое время вообще и темных сортов не было, и сильно ярких. Сейчас уже, вот даже я приобрела такие темно-лиловые, темно-пурпурные, а вообще все английские розы узнаваемы по своему цвету. Достаточно всего несколько кустов английских роз посадить в своем саду, и он наполнится загадочностью старинных замков, волшебством из сказок и из книг, которые мы читали в детстве. Обязательно посадите хоть одну английскую розу, и сад изменится. Идемте смотреть мои английские розы. Может быть, какая-то именно ваша. Сегодня будет видео. Маленькая розочка Sister Elizabeth. Эта роза была представлена миру автором в 2006 году. Свое название этот сорт получил в честь монахини, которая была большой любительницей роз. Sister Elizabeth. Розочка маленькая, вот такая немножко лохматенькая. Мною она приобреталась для кашпо. Но по итогу получилось, что вот тут на большом розовом кругу ей нашлось место. В кашпо ей показалось неуютно. Она на солнце вяла, в тени мерзла и не цвела. В общем, 2 месяца я ее крутила, вертела, высадила на розовый круг, и она стала просто очаровательной красоткой. Роза компактная, кустик симметричный, округлый, очень красиво будет несколько таких сортов посадить бордюром. Такие идеальные ровненькие розетки и глазок, кнопка в центре. Видите? Кстати, такие кнопочки часто, я вам покажу еще розы, часто у роз Дэвида Остина. Цвет лилово-розовый. Кустик небольшой, до 70 сантиметров. Сами цветочки тоже небольшие. Розочка Sister Elizabeth. Следующая роза узнаваемая. Кто любит желтые розы,
у вас обязательно должна быть Golden Celebration. Дэвид Остин, 1992 год селекции. Старинная форма и современная окраска, потому что изначально все розы были только белые и все оттенки розового. Желтых тонов не было. Бутоны желтые, немножко красного, когда бутон только раскрывается, такие блики. Цветы густо-махровые, до 14 сантиметров в диаметре. Чашевидная форма. Отогнутые внешние лепестки. Цвет такой желтый-желтый. На солнце немножко, конечно, выгорает. И становится медно-желтым. Цветы появляются и одиночно, и в кистях. Иногда бутоны склоняются. Вон видно розовый на бутончике блик. И тут видно аромат легкий или такой средний, фруктовый. Розу можно вести как небольшую плетистую. Побеги такие слегка колючий, лист красивый. У меня эта роза пересажена, я ее в желтой розаре пересадила. Думаю, там ей компания лучше найдется. Там и опора есть, если я ее решу закреплять, до 1,5 метра в высоту, если шарабом вести. Ну а следующая розочка красивого такого лавандово-розового цвета. Cottage Rose. 91 год, довольно старый сорт. Эта роза одна из наиболее обильно цветущих, непрерывно цветущих роз. Куст просто усыпан цветами. И вот эта кнопочка по центру, помните, как у Sister Elizabeth? Смотрите, сколько бутонов. Цветет непрерывно. Одни бутоны осыпаются, лепестки, другие расцветают. И тоже такая лохматенькая. Кстати, они немножко похожи и по форме с первой розочкой. Куст компактный, густой, и все побеги стоят так ровненько. До метра. И в ширину, и в высоту. Лист немножко такой глянцевый, не сильно. Смотрите, вот сколько розочек. Тут он внизу справа. И одна за другой. Хорошая роза, присмотритесь. Cottage Rose. К болезням среднеустойчивая. Лепестки в жару выгорают, вот такие становятся пастельно-розовым. Немножко по цвету какой-то пион напоминает даже, да? Лохматенькая. И у нее такая чаша немножко раскрытая у самого цветка. Ну и следующая роза рядом, она попадала в кадр. Это Young Lucidas. 2008 год, относится к темным розам. Такая пурпурно, немножко с фиолетовым отливом, с темно-сиреневым. Кустик повыше. Лист у нее невзрачный. Немножко розовинка по лепесткам в начале. Августа Луиза внизу притаилась. Мне кажется, она красивее в начале распуска. Потом цвет такой немного небрежный у нее становится. А вот такая она в начале. Сиренево-малиновая. 1-3 цветка в соцветии. Сам цветок до 9 сантиметров. Вот она вместе с Cottage Rose растет тут. Куст не разваливается, довольно компактный, но стрелки бывают выпускают. Разворот цветка такой интересный, необычный. Довольно морозоустойчивый сорт.
У меня тут хорошо, они посажены друг за друга, держатся, поэтому не разваливаются, не выпадают. Если вы солитером посадите, возможно, некоторым английским розам понадобятся какие-то опоры, те же дуги из композитной арматуры, или оставляйте много места, чтобы она красивым таким фонтаном украшала ваш сад. Ну а следующая роза английская Баскабель. 2012 год. Селекция ее. Уникальная, узнаваемая форма цветка. Чашеобразная. И она немного, да, напоминает мадемуазель Миян, по-моему, да. По цвету и немножко по форме. Но у Баскабель меньше цветочков, их количество больше, и розетка сложена у нее немножко по-другому. По цвету перекликается с той розой, о которой я сказала в начале распуска. Видите, такая кораллово-розовое у нее дыхание. До 12 сантиметров цветы. Лососево-малиновый, даже я бы сказала, цвет такой красивый, пышный. Куст. Видите, много цветов. Место вообще всем английским розам оставляйте больше. Кусту 3-й год. Где-то его 1,30 м. И высота, и ширина, он и на газон, и на дорожку у меня выпадает. А еще отличительная, смотрите, по центру такая золотинка, как бы по центру бутона, как сияние золотое светится. Вот тут заметно это сияние золота. Немножко может показывать серединку, но не обязательно. Цветок густо махровый. Следующая необычная роза, пчела пролетела. Крокус роуз. Снята она у меня в пасмурные дни, все ее видео. Поэтому она даже сама на себя не похожа. Но в начале распуска цветок имеет по центру золотистый оттенок. А вообще у него персиковые такие тональности по центру. И молочно-белые идут оттенки к наружу цветка. На фотографиях в интернете вы увидите, что у многих лимонная прямо серединка. У меня не так. У меня немножко желтизны, а потом по мере раскрытия роза такого, я бы сказала, даже карамельного оттенка. Центр становится у нее. Ее любят трипсы. Видите, немножко цветы испорчены. В самом начале цветок будет по центру золотистым отливом. Очень много цветов на кустике такими большими кистями. Сам куст довольно большой, раскидистый, до 1,20 м. Побеги, видите, розоватые у нее такие. Вот тут видно желтого немножко. Не желтого, а такого медового. Медового с розовинкой. Роза очень красивая. Цветет обильно. Смотрите, куст весь в цветах. Листва сама не очень такая привлекательная, обычная. Серединку цветок не показывает. Вот желтого видно немножко на цветке. Вот такая она в начале раскрытия, в прохладную, такую солнечную погоду. А вот тут видно. А вообще цветок более с карамельным оттенком. Более пастельный такой, красивый. Мне такие цветы понравились. Заказала несколько роз в кофейной гамме. Кока Лока, Хане Дижон. Будем смотреть Стефан Руло. Новая следующая роза, которую я хочу вам показать. Не новая, а следующая. Queen of Sweden. Королева Швеции. Дэвид Остин, 2004 год.
Сорт узнаваемый по цветку. Смотрите, как у нее прямо идеально сложена сама розетка. Лепесточек к лепесточку. Немножко напоминает, знаете, какой сорт? Вспомнила, какую розу она мне напомнила. Джеймс Гэллоуэй. Правда, там цветочек поменьше по размеру и такой больше сложено лепесточков плотненько, но сам лепесток, видите, ровненький, ладненький, и вот так по кругу уложен. Розу узнаете именно по вот этому характерному ее отличительному признаку. Цвет нежно-розовый, с красивым таким оттенком, пастельным, нежным. Куст средневысокий, 1,30 м, 1,40 м. По ширине, мне кажется, он уже, чем в высоту. Листва у него не привлекательная, я бы сказала. Цветок очень красивый, а листва не очень. Роза, королева Швеции. Ну, а следующая роза Дэвида Остина, селекция 90-го года. Это у меня съемки этой розы 2022 год. Не нашла более новых. Джейн Остин. На какую розу она похожа? Мне кажется, на Валертон Олд Холл. По форме, видите, пионовидные, собранные. Цвет у нее нежнее, чем у Golden Celebration. Лепестки наружные выгорают. В этот сорт невозможно не влюбиться. Те, кто любят золотистые, желтые розы, она должна быть обязательно. Такие изысканные цветы. Приятный цвет. Выгорает до вот возле Мии, разглядывает мушку какую-то до сливочного. Она как бы роза светится изнутри, да. Это эффект этот из-за того, что в глубине цветка более темные оттенки и дают блики, и кажется, что цветок переливается. Вот такая у него форма. У Остина много роз такой формы бокала. Этот цветок, я так ароматы не очень люблю, но написано, что аромат сирени присутствует. Такая солнечная, благородная роза. Она, наверное, будет красиво в солитерной посадке. Ну а следующая роза Клэр Остин. И тоже похожа мне на Валертон Олд Холл. И аналогично предыдущей розе. Съемки 2022 года. Этому кустику всего полгода от посадки. Он небольшой, цветов немного. Цветы, лепестки осыпаются. Видите, много уже просто серединок осталось, а лепестки облетели. Склонили головы, чтобы ее снять. Я помню, ракурс выбирала. Веснушки могут появляться у этого сорта. Куст, как и все английские, 1,20 м примерно. Очень же похож на Валертон Олд Холл. Она белеет. Вначале у нее такая медовая серединка, а потом она кремовая и почти белая. Сорт назван в честь дочери Остина, Клэр Остин. Ну и следующая роза The Alnwick. Эта роза удивительная по форме, по бутону, но я утеряла все ее видеозаписи. Нашла только вот эти 3. Вы сможете опознать ее, где-то посмотреть более пышные ее цветения видео. А у меня, я могу сказать, что вот такая она. 2001 год, ее год селекции. Красивая, розово-малиновая, небольшой цветок, куст около метра. Буду снимать ее в этом году. Ну что, на сегодня, я думаю, все.
делала это видео, и прямо так захотелось опять окунуться в свой розовый розарий, ощутить аромат по саду, сидеть с чашечкой кофе утром, разглядывать вот так свою круглую клумбу и предвкушать, какие розы расцвели, хотите ходить, видео делать, фотографии, чтобы вам показать. И скоро-скоро все это будет. Но у нас близится неделя очень холодных, снежных даже дней. В кадр попадают розы, которые я вам показывала. Крокус роуз, вот это слева. Кстати, в солнечную погоду она действительно с желтой немножко серединкой. Ну все, на сегодня у меня все. Задавайте вопросы про розы и не про розы. Встретимся совсем скоро. У меня в саду. Всего хорошего.